Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра, и сегодня у нас, угадайте, какое число? 18 мая. И, к сожалению, весна в этом году приходить не собирается нормальная, поэтому практически вся работа под открытым небом остановлена. В основном работаем в теплице. Но, как говорят, нет худа без добра. Кстати, это маргаритка. А тут высажены уже тагетисы. Вот такие вот крошечные пока. Тут вот еще цветут такие вот луковичные, мелколуковичные. Название напишу. Ну и к чему это я? Я к тому, что пора уже делать посадку овощей в открытую почву. А погода не позволяет. Говорит, сидите себе и загорайте дальше. Но не тут-то было. Мы уже приготовились все высаживать. Сейчас я вам покажу свои заготовки на эту весну, на этот посадочный период. Идемте. Кстати, тут у меня высажены большие кустовые петунии, тайдалы. Это 35-литровые горшки. Вот они в них растут, ну, я бы не... это слишком громко сказано. Они в них мерзнут, я бы сказала. Гремит гром. Очевидно, сейчас будет еще один холодный ливень. Даже ирисы не хотят распускаться. Вот такая погода. Как вы уже знаете, те, кто на моем канале часто бывают, томаты я уже посадила в открытый грунт. Вот так они выглядят. Они уже растут, я даже успела их пропасынковать. И даже успели их уже и подвязать. На некоторых даже есть уже и, видите, первые цветы. Ну, конечно, цвет лица у них синий. Поэтому, я думаю, все понимают от чего. Потому что ночью выше плюс 10 не поднимается. Ну, а томаты к нам пришли из теплой Америки. И у нас тут им тяжеловато, тем более при плюс 10. Здесь низкорослые томаты высажены, а тут уже, вот смотрите, баклажан пробует прирасти, а там уже даже и белокрылка начинает свою охоту. Немножко я, конечно, и перчиков высадила, самых ранних, называются айвенго. Ну, по большей части я еще их не высаживала. Ну и баклажаны. Баклажанов я посадила уже штук 50, потому что просто они перерастают. И я была вынуждена их высадить. Вот первая грядка. Гром гремит. Пока идем к моей теплице под открытым небом, кажется, дождь начинается. Ну, пусть начинается, мы не сахарные, не растаем. Покажу вам свое будущее занятие. Вот так оно выглядит. Это все надо порассаживать. Ну и начнем, как говорят, слева направо. Здесь первый у меня такой вот красавчик. Называется черный красень. Баклажанчик. Следующий сладкий перчик. Сейчас прочтем, как он называется. Где-то, ага, вот он. Называется он Леся. Почти как я. Вот так выглядит рассада. Корни уже хорошие. Но будем уже высаживать, если погода это наконец нам позволит. Тут такой вот круглый баклажанчик. Его название Лаура. Следующий сорт томата. Ой, извините, перца. Это красный средний. Я напишу точно, как он называется. Средний — это в смысле средних размеров. Тут еще немножко баклажанчиков. Здесь красный большой, антей. Вот я его уже немного посадила. Он тоже из ранних перцев. Хочется, конечно, уже попробовать. Ожидает своего часа цинерария. Кто не знает, красивая, декоративная вот такая травка. Ну, она может быть многолетником, если у вас достаточно тепло. Тут у меня еще один перец. Называется айвенго. Ну и завсегдатые кадра
мой кот. Так, следующий. Ну, кто узнал, это лимониумы. Они просятся в почву, но пока я им это делать не позволяю. Следующий это перец колобок. Круглый такой. Один из видов ротунды. Тут у нас, вот уже дождь прям пошел серьезный. Тут у нас виолка. Причем виола не простая, а ампельная. Она будет такими гроздьями. Вот сейчас покажу. Одна уже формирует. Такие вот плети боковые. Это из американских семян. Еще есть и вот такая. И вот такая. В общем, красота необыкновенная. Тут у меня желтый перец. Называется Богдан. Ну и здесь царство всевозможных цветов. Тут и шалфеи. Тут и маргаритка красная. Здесь и белый большой тагетис. А с этой стороны овощи. Тут ряд томатов, которые еще мне нужно высаживать. В общем, рассказывать некогда, прячемся в теплицу. Дождь идет. Будем записывать под шум дождя. Ой, в деревне Гадюкино. Тут, конечно, попрятались самые теплолюбивые растения, потому что плюс 10 не факт, что им подойдет. Огурцы мелкие в рассаде еще пока. Возле них арбузы тоже очень мелкие, тоже в рассаде. Слава богу, хоть взошли. Надо минимум плюс 15, а у нас и плюс 10 даже нету. Здесь у меня наконец-то перекочевавшие из дома колиусы. И рядом с ними бегонии, тоже перекочевавшие. Ну, тут уже им более-менее. Тут расцветают мои красивейшие бегонии. И здесь рядом с ними всевозможные, так я вот проведу, всевозможные петунии. Некоторые уже в цвету, а некоторые, конечно, еще ленятся. Ну, а в теплице, конечно, намного теплее, намного лучше. Здесь помидорчик уже чувствует себя вполне прилично. Очень комфортно и хорошо. Рядом с ними и перчики растут. А на дальнем плане я, конечно же, не удержалась и высадила, угадайте что, ну, пекинскую капусту. Уже она даже и головки создает, вяжет. Скоро будем наслаждаться. Из томатов у меня тут высажены все высокорослые. Я думаю, где-то недельки через 2 уже будут первые томатики. Ну, а с той стороны, видите, огурцы, ну, к сожалению, им довольно холодно, поэтому цветом пока не вышли. И что ты не делай, а холод берет свое. Поэтому ждем тепла. Огурцы, конечно, требуют минимум плюс 5. Ой, плюс 15, но плюс 15 сейчас редкость. В основном это плюс 10. И такой вот желтый цвет. Плодоношение уже начинается, а растение расти, к сожалению, не может. Такие у нас дела. Посмотрите, какая красавица. Ну, просто красавица. А вот какая. Вот какая. Не знаю, передаст камера, передаст. Смотрите, какой цвет. Роскошный. Здесь еще вот одна из синеньких. Очень красивые. Шум дождя просто не прекращающегося. Очарование, сплошное очарование. Ну и теперь я хочу с вами поговорить о том, когда же высаживать сладкий перец. Как видите, он у меня уже в теплице высажен. Уже даже некоторые перчики начинают цветение. Сейчас покажу. И самое главное, что перчик это теплолюбивая культура, но в теплице при плюс 10 он вполне себя нормально чувствует, в отличие от огурцов.
Перца я высаживаю много, каждый год. И у меня всегда есть куда его девать. Помидорчик зацвел. И здесь зацвел. Кстати, я вот пропасынковала уже и оставила здесь 2 стебля, потому что 2 достаточно сильных. И уже там на каждом стебельке есть соцветие. А тут вот и пасынок откуда-то взялся. Сейчас я его удалю. Ну вот такое получилось видео. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться. Не забудьте прокомментировать. Надеюсь, у вас погода не подкачала. Дождь идет, но поснимать можно из теплицы. Там у меня еще грунт. И на дальнем плане сальвия декоративная. Вроде как прекращается потихонечку. Сейчас пойдем прогуляемся дальше. По остаткам дождя. Дождь прошел. Погода отличная. Не знаю насколько, как надолго. Все оживает, конечно, но оживает очень медленно. Холодно. Холодно. И растения это чувствуют. И задерживают потихоньку и рост, и плодоношение. Красавчик какой. Если вы любите ирисы, как люблю их я. Розочка набирает силу.